Друзья, продолжаю свою серию коротких роликов по механикам игры, геймплею, а также мини-советам. И сегодня, в воскресенье вечер, я вошел в игру. Ну и, конечно же, первое, что мы сделаем с вами, и что вообще делают игроки в Diablo Immortal, когда заходят в игру в воскресенье вечер, это вспоминают все, что они не добрали до конца этой недели. Почему? Почему, друзья? Потому что завтра у нас понедельник, а в понедельник у нас сбрасываются все капы. Значит, нужно быстренько все завершить, что мы не завершили. И первое, что мы сделаем с вами, это перейдем, конечно же, в наши события. И что у нас здесь в событиях? А в событиях у нас очень классное событие, друзья. Это ветры удачи. Давайте быстренько на них нажмем и посмотрим, что это такое. Напоминаю, это супер крутое событие, друзья, которое удваивает наши награды в течение 24 часов, когда мы его активируем. Но тут есть особенность, что когда мы его активируем, у нас есть всего 24 часа. Неважно, в игре мы или нет. Поэтому сегодня, в воскресенье вечер, самое лучшее время активировать эти ветры удачи. Если мы их активируем, мы сможем забрать капы с этой недели, а также завтра еще поиграть и на будущее забрать все капы за будущую неделю. Если мы нажмем вот эту вот иконочку, мы увидим, что положительный эффект от этого события будет продолжать действовать, даже если вы выходите из игры. Поэтому очень важно активировать его на конец этой недели с переходом на следующую. Ну и давайте, наверное, его активируем. Активируем? Активируем. Конечно, страшно. Ну, если его не активировать или у вас заполнены все капы, то вам смысла нет его активировать, или вы его уже активировали. Его можно активировать и на следующей неделе, если у вас все капы заполнены. Ну, я играю не так много, поэтому я его активирую сегодня, чтобы забрать все капы за эту неделю и за следующую. И давайте быстренько посмотрим, какие же капы мне нужно забрать. Для этого мы быстренько перейдем в боевой пропуск. Ну и, конечно же, у нас удваиваются все награды. Там есть тоже ограничения. Легендарные камни в двойном дропе нам не падают. Но все остальное падает в двойном дропе, за единственным исключением, что нам все это падает в рамках нашего недельного капа. Это, конечно, минус этих ветров удачи. Ну и самое главное, что мы будем смотреть, это сколько у меня самоцветиков. Где эти самоцветики наши дорогие? Ах, вот они, видите, в предел бездны и Эребан. Это, кстати, самые лучшие локации для того, чтобы фармить эти обычные самоцветы. И, друзья, я, кстати, делал очень классный ролик, как за 48 минут в Эребане можно забрать свой недельный кап по самоцветам. Если вы его не смотрели, обязательно посмотрите. Но с ветрами удачи мы еще сокращаем это время до 24 минут. Ну, давайте посмотрим. У меня, смотрите, 14 самоцветов я получил персональных и 13, это очень странно, что это количество неровное, то есть как-то непонятно, да, 13 непривязанных, которых мы можем продавать на рынке. Я, конечно же, их не продаю, я все их коплю и вкачиваю в свою броню, пробивание брони, сопротивление, да, и мощь. Ну и что, давайте с вами пробежим пару каточек, буквально отниму 6 минуток вашего времени, мы пробежим, наверное, предел бездны и посмотрим, как работают эти ветры удачи, которые мы только что активировали, и Эребан, да, как это все работает. И будем мы это, кстати, делать на моем супер-пупер-ультра-мега быстром билде. И этот билд как раз у меня сейчас и стоит. Кстати, этот билд для охотника на демонов на сущностях Пекла 8, да, в основном на Пекло 8, да, сущностях. Я его подробно описывал вот в этом вот ролике. Он сейчас появится на экране. Обязательно посмотрите его, потому что ролик реально классный, а билд еще круче. И тут у нас есть все. Мы активируем наш маятник смерти. И смотрите, мы несемся как сумасшедшие. В общем, с автоатакой мы еще атакуем всех монстров. Ну что, давайте быстро заберем
Самоцветики из пределы бездны. Да, знаете такое событие «Предел бездны»? Кстати, событие очень классное, но здесь, чтобы его играть, нужно хорошенько продумать маршрут, да, потому что нам надо будет вот из этой локации попасть там, где у нас монстр, вот сюда, и убить его. И вот это вот отражение ужаса, оно будет по кругу расползаться. Ну, какой самый лучший маршрут? Вот на самом деле самый лучший маршрут как раз это вот бежать по этой дорожке, да, выбежать вот сюда. Вот здесь столько всяких преград. Ну, в общем, нам нужно будет бежать по этой дорожке и с помощью автоатаки мочить монстров, прибежать сюда. Как думаете, у меня получится? Я думаю, что да. И давайте побежали. Так, у нас сразу же активируем нашу атаку. И видите, как круто работает этот билд. Мы даже вот здесь немножко монстриков захватили. Ну, как вы помните, да, мы решили бежать вот по этой дорожке. Блин, я упускаю там красного монстра. Кстати, здесь очень важно еще убивать именно синеньких. Они дают больше очков. Но вообще задача, конечно, набрать больше 1500, чтобы нам выпало 6 камешков, да, и они удвоились. Так, в общем, наша задача бежать и автоатакой этих друзей наших мочить. И вот у нас красненький, конечно же, мы красненького атакуем и убиваем. Блин, они все очень легко убиваются этой автоатакой, да? Ну, вообще, билд просто огонь. Просто огонь билд. Так, захватим этих. Мне задерживаться тут не стоит, потому что это, блин, этот ужас, он расползается. Вот ничего страшного, что там упали какие-то легендарочки, потому что они потом у нас в почте появятся. В общем, сосредоточимся только на убийстве монстров. В общем, задача на самом деле бегать, потому что каждый, по-моему, 5 метров там выпадает шакрамчик и взрывы. Ну, сюда мы, конечно же, попробуем забежать. Смотрите, здесь у нас красный. Он нам даст огромное количество очков. Ну, давай синего тоже мы замочим. Побежали скорее отсюда. Блин, что ты так медленно бегаешь, а? Я надеялся, что все это будет, конечно, побыстрее. Сколько у нас? Уже 750 очков практически. Ничего себе. У меня даже на следующий уровень парагона прошло. Смотрите, сколько монстров я убиваю. В общем, прикольное событие. Такой антистресс после тяжелого воскресенья. Сегодня ходили в бассейн. Я проплыл километр, весь, короче, на нервах. Уже почти 1000 очков. Так. Блин, а я, кстати, тропинку потерял. Где она нахрен? И, друзья, играю сейчас, прямо сейчас. Вот я играю с ролика. С этого, какого ролика, господи? С джойстика. И это, конечно, не так удобно, потому что я привык этот предел бездны проходить на айпаде с планшета. Но все с джойстика тоже хорошо у меня получается. Вот смотрите, вот этот ужас. Блин, туда заходить не стоит, потому что ты сразу же получаешь кучу урона. И давайте успеем мы вот здесь еще монстриков захватить. Я думаю, что успеем. Активируйся, блин. Ну все, вот наши монстры, они раздвоились почему-то. Ничего себе, какие сильные. Но мы их убиваем. Ни хера себе. Но мы выиграли, и мы их убиваем. И 1700. Смотрите, сколько у нас... Ё-моё, сколько у нас камешков здесь. Сколько? Раз, два, три, 4. Подожди, ты куда пошла? Ну, там по-моему, было 12 камней. Да? Надо будет на паузу потом вам нажать, чтобы посмотреть. И у нас тут еще куча всего выпало. Ничего себе. И даже я в сущности монстра собрал. Сегодня удачный вечер. Да, классно. Это супер, конечно, классно. В общем, и здесь тоже у нас все с двойным дропом. Видите, падает. Все эти легендарочки падают с двойным дропом. Давайте все это нахрен разберем на ненужный металлолом. И быстренько, друзья, отнимаю еще 3 минутки вашего времени. Пробегаем эребанчик. Тоже с максимальной скоростью. Но чтобы пробежать эребанчик, давайте я немножечко модифицирую этот билд. У меня есть специальный билд для эребана.
И да, у меня все есть для этого билда. В чем отличие? Отличие на самом деле активировать, перенести. 4 нераспределенных очка. Но это потому, что я сейчас вот это вот новое очко Парагона получил. Отличие очень простое. Смотрите, у меня в умениях здесь вместо, по-моему, а что там у меня было? Не шакрам? У меня там была ловушка с кинжалами, да? У меня здесь стоит взгляд теней. Он у нас раскрывает всех монстров и вообще локацию раскрывает на 90 метров. Но при этом, обратите внимание, я на сущность, да, как это посмотреть, блин? Сейчас, по-моему, вот так. Раз, два... Нажмите, чтобы узнать больше. Вот на сущность, которая у нас отвечала за ловушку, я поставил, что маятник смерти повышает нашу скорость атаки еще на 19%. То есть у нас бустуется скорость атаки и штанами, и еще дымовой завесой вот этой стойкой оружия. То есть у нас 19 плюс 19 на 40% увеличивается скорость всей атаки. Не только основной, да, это нужно смотреть, а именно все атаки, которые относятся к умения, друзья. А если вы посмотрите, у меня здесь одни умения. У меня основная атака, я вообще не пользуюсь. Ну, давайте 3 минутки вашего времени и забираем один забег из Эребана. Обожаю этот билд, ну просто обожаю. Это нереально крутая тема. Друзья, посмотрите этот билд, соберите его, чтобы реально быстро бегать. Ну, мы активируем, конечно же, наш взгляд теней, совершаем рывок и начинаем носиться. Да, когда появятся монстры, мы будем их мочить. Мне нравится Эребанчик бегать именно с вот этим вот взглядом теней, потому что здесь как раз раскрываются локации и видно, собственно, куда тебе бежать. Иногда, когда это не ясно, ты можешь попасть в тупик и просто потерять много времени. Сейчас пока нам автоатака не нужна, но пусть летают эти шакрамчики, да. Они, конечно, создают такие вспышки. Если у вас есть какие-то проблемы с тем, что очень много вспышек на экране, то, конечно, Diablo Immortal игра в этом плане не очень хорошая. Ну и вы видите, что у меня уже 4-й уровень сложности, да, мы достаточно быстро тут всех фармим, собираем, попутно убиваем монстров, что тоже классно. Вообще, блин, ну, Эребан, ну, супер крутое событие для быстрого фарма обычных самоцветов. Ну и убийство, конечно, монстров. Когда ты убиваешь монстров, ты же получаешь опыт, да. Обязательно нужно следить, чтобы все у нас были активированы умения. Ну и все это автоматически стрелялось, все автоматически убивалось. Тебе нужно только курки и джойстики нажимать. И что у нас? 6-й уровень сложности. Блин, ну круто, быстро. Быстро. Я обещал, что много времени вашего не отниму. Этот новый формат роликов, он супер быстрый такой. Я без подготовки беру, снимаю геймплей. Практически стрим, друзья. Как вам такой формат? Пожалуйста, напишите в комментариях. Может, он говно и вам не нравится, и вообще все мои ролики скучные, и вам что-то нужно подинамичнее. Но вот что есть, то есть. И смотрите, у нас уже 7-й уровень сложности. А это значит, что уже вот 8-й, у нас осталось 51 секунда. Может, мы соберем еще и последний мощный сундук. Кстати, будем его собирать или нет? Это сложная локация. Это сложная локация, потому что здесь вот этот прямой коридор, и там перед дверью часто бывает такая фигня, что тебя лочат, и, блин, и мочат тебя, блин, и я получу только 6 самоцветов. Ну, давайте испытаем удачу. Ладно, нажали на этот сундучок мерзкий. Вот, успеем. Есть, мы успели. Мы забрали все сундуки и даже большое зло. Теперь нас с этим билдом точно не догонит. Не догонит. Открываем и убегаем.
Это просто нереально классно. Ах, и я знаете, сколько получаю? Я получаю аж целых 16 самоцветиков. Почему вы не прокручиваетесь, заразы? Я хочу посмотреть, сколько я получил всего этого. Там еще вот такая сущность от бездны, да, по-моему, она называется. Ну, короче, я здесь получил 8х2. Да, это получается 16 самоцветов. И буквально 8 каточек таких делаешь и забираешь абсолютно весь кап по обычным самоцветам за неделю. И смотрите, у меня было 17, да, когда мы начинали играть, уже 28, я всего 2 каточки пробежал. Блин, ну не круто, а? Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, активировали ли вы свои ветры удачи, забрали ли вы все капы, потому что если не забрали, то обязательно активируйте его сегодня. Это событие действует у нас до, насколько я знаю, 25.09 это среда или четверг, но на следующей неделе оно закончится как раз перед обновлением, поэтому очень важно будет его активировать сегодня. Если вы посмотрите ролик, сразу активируйте, если еще не активируете, активировали, и забирайте двойной дроп за эту неделю. Ну, а если этот ролик вам понравился, то, пожалуйста, поставьте лайк и не забудьте, что обязательно нужно подписаться, поставить колокольчик, чтобы как только выходит новый ролик, вам сразу приходило уведомление. А так, спасибо, что остаетесь на моем канале, и мы увидимся с вами в следующем ролике.